Не бойся. Вообще ничего. Перед нами дом за сколько? Дома сегмента как luxury за 5 миллионов долларов. За 5 миллионов. Это очень умный современный дом. Здесь прекрасная гостиная. Да, то есть когда есть свой такой семейный риэлтор, намного Как семейный легче. врач. Мы купили дом, подписали контракт, как это Да, правильно поздравляю, называется. это Спасибо! случилось! У тебя 25 домов в год. Сколько еще осталось? Это холодильник, тут можно целого боже. оленя хранить. Все мне говорят: Юля, риэлтор вцепится в тебя и не отпустит. Но в то же время риэлтор совмещает в себе несколько профессий. Зарплата. Ее у вас нет. Почему люди должны работать с тобой? Я начинаю грести на каяке гораздо быстрее к берегу. Как ты можешь позволить себе уйти без телефона выгуливать собаку и упустить возможность для своего клиента купить дом? Это что такое? Приобретайте себе умный дом. Умный дом. С Милой Самохваловой. Добро пожаловать. Привет. Привет. Какое сегодня число? Наверное, самое лучшее для интервью на озере Юнион в Сиэтле. Отлично. Мы находимся на озере Юнион в Сиэтле. Сегодня 9 августа 2024 год. Первый вопрос, который хочу задать на лодке. Какой бы совет один ты себе самой дала 9 лет назад? Не бойся. Вообще ничего. Окей. Хочешь что-то начать, начни сегодня. Не нужно об этом долго думать, несколько месяцев откладывать на потом, ждать подходящего момента и в итоге потерять кучу времени, и все равно сделать это, потому что у меня характер такой. Если я что-то запланировала, я обязательно это сделаю, рано или поздно. То есть звучит так, что при переезде в США ты что-то откладывала? Да. Что это было? Занятие недвижимостью. Когда я приехала в США, во-первых, у меня здесь не было работы, не было круга знакомых, вообще ничего не было. То есть я взяла один чемодан, мужа с его чемоданом, и мы начали жизнь с чистого листа в Сиэтле. Подожди, но твой бэкграунд, ты уже была агентом по недвижимости до этого. Да, сравнивать мой бэкграунд и опыт работы риэлтором в России, где я начинала свою карьеру, и тем, что происходит на рынке недвижимости в штате Вашингтон, вообще нельзя. Потому что здесь абсолютно все разное. И менталитет людей, и качество домов, и материалы, из которых они строятся, и весь процесс документооборота, процесс поиска домов и их рекламы, он абсолютно разный. Это вот как небо и земля. Это 100% документооборот, из чего состоят дома, учитывая то, что мы прошли с тобой весь процесс покупки дома, остались только ключи. У меня всегда было ощущение из американских фильмов, что хороший риэлтор тот, кто умеет качественно общаться. В этом есть доля правды. Потому что процесс переговоров, он очень важен в покупке недвижимости и в продаже в том числе, смотря на какой стороне я работаю как риэлтор, то есть с продавцом или с покупателем. Но в то же время риэлтор, он совмещает в себе несколько профессий. Он должен быть консультантом, то есть разбираться в рынке недвижимости, в его тенденциях, куда рынок идет, в каком случае можно торговаться насчет цены, в каком случае, наоборот, ее нужно поднимать вверх, чтобы выиграть в ситуации с несколькими офферами. Оффер – это предложение на покупку недвижимости. Также риэлтор – это маркетолог. Чтобы продать дом, ты должен понимать, какие площадки в данном районе вообще используются. Да? Или... Ты можешь мне сразу откомментировать, почему даже при покупке нашего дома были такие ужасные фотографии? Потому что люди вообще не парятся об этом. Но у меня сложилось ощущение: застройщик построил дом. Да, причем это застройщик, который уже 30 лет строит дома, и, казалось бы, у него должна быть слаженная команда и риэлторов, и фотографов, но не всегда этому придается значение, и я не знаю почему. Когда я выставляю свои объекты недвижимости на продажу, я всегда нанимаю профессионального фотографа, несмотря на то, что люди говорят, что я тоже умею делать красивые снимки. Но я никогда не позволяю себе сделать фотографии на фотоаппарат, например, да, или на свой мобильный телефон, и такое бывает, кстати, и выложить их на всеобщее обозрение в глобальную сеть интернет. То есть я для этого плачу деньги, я нанимаю фотографа, если нужно, мы делаем 3D-тур, то есть люди могут находиться вообще на другом конце света и просто виртуально путешествовать по дому, заходить в разные комнаты. Можем прилагать карты этих домов, чтобы люди понимали размеры каждой комнаты или ширину коридора.
Иногда это тоже имеет значение. Не знаю, почему риэлторы экономят на фотографиях, потому что фотографии в интернете – это то, что привлекает первое внимание покупателя. Ну, это, как ты думаешь, это характеристика риэлтора американского или это характеристика рынка риэлторского? О, риэлтора, однозначно. Риэлтора, да. Окей, отлично. Покупка недвижимости в любой стране наверняка может быть достаточно стрессовым делом. Я это знаю на себе. Прямо сегодня, пока мы снимаем интервью, пришло подтверждение, что мы наконец-то купили дом. И Мила была нашим риэлтором. Сегодня мы постараемся узнать максимально все подробности, которые помогут вам в выборе риэлтора или даже в покупке вашего дома, возможно, первого или того, который вы хотите приобрести для инвестиций. Ты мне отправил сообщение, что мы купили дом, подписали контракт, как это правильно называется. Спасибо! Я уже пожаловалась, что вообще покупка дома весьма стрессовое занятие. Сколько у тебя это заняло по времени? Мне кажется, месяц. Да? Месяц, да. Вот теперь вопрос. Перед нами дом за сколько? За $5 миллионов. За 5 миллионов. И мы где находимся? Мы находимся в Белловью, недалеко от центра этого прекрасного города. И этот дом уже под контрактом. А, все. Да. Ну, подожди, ладно, хорошо, я не буду мешать. За сколько обычно продаются такие дома по времени? И от чего зависит? Да, зависит от города, от локации дома, от цены, правильно ли она выставлена или нет. Но подобные дома уходят за считанные дни. Серьезно? Да, в Сиэтле средняя продолжительность дома на рынке составляет всего 9 дней. Этот дом ушел меньше, чем за неделю. Тогда, помнишь, ты говорила, что сейчас домов не хватает. Это правда? Домов не хватает, но в этом году мы видим увеличение домов на рынке на 37%. Строятся? И все равно их не хватает. Не только. То есть это, в принципе, все объекты недвижимости, которые были выставлены на рынок в этом году по сравнению с июлем прошлого года. Ого. То есть произошло увеличение, но спрос все равно остается высоким. Дома такого сегмента, как luxury, да, мы их называем, они очень-очень пользуются большим спросом. На них вообще выстраивается очередь еще до того, как дом выйдет на рынок. И, как правило, продавец получает несколько офферов в первые дни, даже не дожидаясь опенхауза. Подожди, а как до того, как выйдет на рынок? То есть как люди его видят, что он Они уже... его не видят, но если они работают с грамотным риэлтором, у которого есть связи с застройщиками, то риэлтор может им хотя бы дать наводку и сказать, что... Ты говоришь застройщики, то есть это новый дом? Это абсолютно новый дом. То есть это не вторичное жилье, как Нет. называют, да? Здесь был маленький неказистый домик, который застройщик купил и превратил в огромный дом почти в 5000 square feet. Отлично. Ну что, давай начнем. Покажи мне, хоть дом уже продан. Но представим, что он не был еще продан. Как бы ты показывала его? Мы зашли в дом, и оператор сразу спросил, музыка играет? Да, это очень умный современный дом, построенный в этом году прекрасным застройщиком Everton Homes. В нем 5 спален, 6 ванных комнат и почти 5000 square feet. Это огромный дом, в котором есть даже кинотеатр. Даже кинотеатр. Окей, 5 спален, 6 ванных. Американцы очень любят свои ванны. Да. Но они такие маленькие, вот если в самом понятии Мы ванны. зайдем на второй этаж, я тебе покажу, какой должна быть ванна. На первом этаже, да, есть гостевая ванная комната, где гости могут помыть ручки, сходить в туалет. Здесь прекрасная гостиная с камином. С кухней, да, сразу? Да, открытый план этого дома позволяет проводить время с большим количеством гостей в гостиной и на кухне одновременно. Шли в холодильник посмотрим. Да, холодильник заслуживает особого Я внимания. только что сейчас увидела, что это холодильник. Это холодильник же, да? Это холодильник, тут можно целого оленя хранить. Или не оленя. Голодным в этой семье вы не останетесь. Слушай, Мало того, кроме основной кухни, здесь есть еще одна дополнительная, обрати внимание. Это когда приехала мама в гости. Да, вот чтобы она не мешала основной хозяйке заниматься приготовлением пищи на кухне, мы ее Нормальная сюда. фурнитура. Почему мы с тобой сейчас качаемся на волнах, и позади нас пролетает сразу 2 самолета? Во-первых, мы находимся в центре Сиэтла, на озере Юнион.
И здесь я каждый вторник участвую в соревнованиях на парусных лодках. Так уж сложилось, что у меня в жизни очень много увлечений и хобби. Я сделала здесь драматическую паузу, потому что передо мной сейчас сидит то ли Коко Шанель, то ли Одри Хепберн. То есть ты перевоплощаешься, натягиваешь на себя что-то спортивное и «Эй, погнали, капитан!» Самое удивительное, что каждый вторник у нас разная тема. То есть вот это соревнование парусных лодок, которое здесь называют Dock Dodge, каждую неделю? Каждую неделю проходит в течение всего лета до поздней осени. И каждую неделю у нас разная тематика. Например, пиратская ночь, или тропическая, или день выпускника. А вам дают дополнительные баллы за костюмы? Чтобы выиграть соревнования, есть два пути. Либо прийти первым, вторым или третьим, или победить в номинации «Самая декорированная лодка» или ее участники. То есть два способа выиграть соревнования, и за выигрыш мы получаем наклеечку в виде уточки, потому что соревнование называется Dock Dodge. То есть это, в принципе, по фану или тебя действительно привлекает что-то спортивное, как правильно натянуть парус, если я правильно выражаюсь сейчас? Ну, спортом слаженная я команда. интересуюсь, да, с самого детства. Я в детстве занималась вообще биатлоном, волейболом, баскетболом, играла в пинг-понг. А в школе каждый год в соревнованиях участвовала, потом в университете раз в год за свой факультет занимала призовые места. Спортом я увлекаюсь постоянно. Когда я переехала в Сиэтл, кто-то из моих друзей пригласил меня на эти соревнования один раз. С тех пор я познакомилась с большим количеством людей, которые принимают участие в этих соревнованиях, и стала уже каждый год непосредственно участвовать в них. Я посещаю очень много мероприятий, то есть за неделю я могу увидеть там минимум 100 новых людей. И так происходит очень часто, потому что я посещаю и конференции по недвижимости, и какие-то собрания инвесторов, которые хотят вложить свои накопления в какие-то проекты совместные. Я хожу на очень много дней рождений. Даже на моем дне рождения в этом году было 130 человек. Но не все, к сожалению, смогли прийти. Да, я сняла определенное помещение, вызвала музыкантов. Дома 130 человек. И клининг сразу в подарок. Дворец нужен для такой толпы. Не везде я представляю себя как риэлтора, и что вот я пришла на это мероприятие, чтобы знакомиться. Нет, я тоже человек, я прихожу на мероприятие, чтобы просто повеселиться, провести время с друзьями или познакомиться с новыми людьми. До того, как я стала риэлтором, я тоже посещала огромное количество мероприятий вообще на разную тему. Я и путешествовала в очень разные страны и города. Когда я училась в 2 университетах, я мало того, что ходила с 8 утра до часу дня в один университет, и с 2 дня до 9 вечера в другой, я находила время для того, чтобы участвовать в научных конференциях, писала научные статьи, ездила в архив в Минск, выискивала там какую-то секретную информацию, компилировала ее, составляла статьи, и у меня, в принципе, 25 научных публикаций. Ну, Инстаграм твой, для меня это удивительно. То есть у тебя не Инстаграм, не Realtor Seattle, Your Realtor, the best Realtor of the best, еще что-то у тебя I show you my life. Да. То есть это тоже интересно, и ты там не... Я довольно открытый человек. И я понимаю, что людям очень скучно в какой-то момент становится следить только за риэлторской жизнью определенного агента по недвижимости, и гораздо интереснее смотреть на то, как люди живут. Чем мы все любим подглядывать в замочную скважину. Да, я когда вернулась из путешествия в Перу, 5 моих знакомых захотели поехать в Перу и поехали. То есть я могу еще консультировать людей насчет того, куда отправиться, что посмотреть или к кому обратиться, потому что у меня огромный круг знакомств. В 50 странах была Мила, так что в комментариях можете спросить не только про дом, но и про страны. Спиддейтинг. Да. Правильно ли я понимаю, что возник запрос со стороны русских девушек? Да, я состою в одной из девчачьих групп на Фейсбуке, и однажды я пролистывала ленту и увидела вопрос от одной из участниц насчет того, где бы она могла найти мужа. Причем нормального. Там не было вот этого обычного нормального. Она составила целый список человека, которого она потенциально ищет. Критерии, да? Да, то есть он, по-моему, должен был быть либо программистом, либо юристом, вот, зарабатывать определенное количество денег, быть определенного телосложения. И под этим ее постом
постом было очень много комментариев, там 3 сотни или 5 сотен, я уже точно не помню, но я поняла, что запрос в обществе большой, потому что там стали уже советовать и своих братьев, и друзей. И... Без ведома братьев и друзей. Мне кажется, сейчас мужчины за кадром слушают, и у них свой список родился. Или еще один комментарий. Окей, ты прочитала. Прошло несколько дней. В той же группе другая участница пишет: девушки, муж у меня есть, где мне найти любовника? И я понимаю, что запрос на знакомство в нашем Сиэтл-мегаполисе достаточно большой, но люди не понимают, где искать друг друга. И я решила... Подожди, а как же митапы, тиндеры? Ну, не всегда это работает. Все еще. То есть отчаялись уже. Да, уже все отчаявшиеся сидят дома, никуда не выходят, ищут друг друга, найти не могут. Почему? Потому что их никто не может увидеть вообще, в принципе. Чтобы кого-то найти, я советую выйти из дома для начала. А не просто ждать и надеяться и верить. И что я сделала? Я подумала, что нужно людей, которые ищут вторую половинку, собрать в одном месте и познакомить друг с другом. Я сама никогда не принимала участие в таких мероприятиях, поэтому я просто... Ты замужем? Была. Была в тот момент, да? Окей. То есть здесь не было твоего корыстного интереса никакого? Нет. Мой муж встречал всех участников на входе, раздавал им бейджики, анкетки, ручки, создала ссылку на мероприятие на сайте Eventbrite и разделила билеты. 20 для мальчиков, 20 для девочек. Вот. Потом я подумала, а что если они не найдут вторую половинку? Они могут огорчиться и уйти в плохом настроении. Ответственность за этих людей. И я решила собрать их на винодельне в прекрасном городе Вуденвилл, где у нас очень много виноделин. Включила туда бесплатное тестирование вина. То есть 3 стакана. Подогрела интерес. 3 бокала вина были. 3 бокала вина, по чуть-чуть им наливали, были уже включены в стоимость. Раздала вопросы, потому что у нас очень много интровертов, которые в принципе не понимают, как строить разговор с неизвестным ему человеком, который вот пришел на то же мероприятие и хочет познакомиться. Поэтому я создала список открытых вопросов, раздала каждому участнику. В итоге у нас было 19 пар, которые друг другу понравились. Потом некоторые мне писали отчет, что вот, я сходила на свидание, у нас все там в хорошем ритме развивается. Да, спасибо тебе большое. Это агентство знакомств Людмилы Самохваловой звучит теперь. Так, кстати, твоя фамилия на нетворкингах, которые я организую, ты периодически делаешь небольшой комментарий в своей фамилии. Отлично. Расскажи нам побольше про говорящую фамилию. Фамилия у меня говорящая. Самохвалова. Самохвалова. Кто-то бы даже сказал несколько эгоистичная. А мне нравится. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Вообще в моей профессии очень важно не быть забытым. Потому что если риэлтор не напоминает о себе, то другой риэлтор будет напоминать о себе чаще. У тебя очень много знакомых. Много. Да. Я не скрываю этого. Как так получается? Опять придется себя хвалить. Ну давай. Фамилия у меня такой. Оправдывать свою фамилию. Мне кажется, это так страшно, но то, что я вижу у людей, которые приезжают сюда, и особенно если не очень сильный язык, выносить себя. Тем более твой нетворкинг и в российском сообществе, и в американском сообществе. Да. Очень часто, когда я прихожу на какие-то мероприятия, меня представляют своим друзьям и знакомым. То есть я могу стоять где-то в уголочке, но все равно кто-нибудь меня найдет и скажет: это Мила, наш самый классный риэлтор, мы с ней там покупали дом, знакомьтесь. Но это сейчас. Сейчас. А как ты это все нарабатывала? Поскольку мне интересно много и сразу, да, то есть я люблю ходить в горы, я люблю ходить в кафешки, я люблю играть в настольные игры, заниматься разными видами спорта. Я всегда находила людей по интересам и выстраивала с ними отношения. То есть сначала мы, допустим, собираемся просто на кофе, и это вообще не проблема написать в любой Facebook-группе: девчонки, давайте соберемся на кофе. Знаешь, не проблема, кому-то страшно, кому-то стыдно, кому-то кажется, я буду себя сейчас навязывать, и вот этого всего очень много. То есть у тебя нет этого. У меня такой проблемы давным-давно нет. Я когда-то написала: девчонки, давайте кофе попьем. И это было буквально вечером, а утром мы собрались в Белловью, в кафешке, пришло 25 человек. Не хватало общения. Такое ощущение, что сейчас гораздо больше предложений есть тоже в том Да, числе. очень много людей, которые боятся выйти
из дома и познакомиться с кем-то просто теряют так. возможности. Конечно, они теряют очень много возможностей, поэтому я им помогаю эти возможности найти. Если не получится с риэлторством, но это уже неправда. Буду тамадой. Да, нет, какой тамадой. Будешь круче, будешь свахой. О, интересно, мне уже предлагали несколько человек. Вот видишь. Прожив 9 лет в Америке, насколько... 10, уже 10. 10 лет, да. Насколько поменялся твой, скажем, обыденный день? Вот, например, распорядок дня. Что обязательно сейчас есть в дне Милы? Я не всегда успеваю позавтракать. Хотя раньше завтрак был для меня основным приемом пищи. То есть на это просто нет времени иногда. Потому что... Нет времени или ты не выделяешь время на это? Нету времени. Я просыпаюсь, не то чтобы сильно рано, в зависимости от дня, но с 8 утра я уже начинаю отвечать на все имейлы, звонки, смс, которые я получила. Я не могу себе позволить пойти приготовить завтрак до того, как я не ответила на все, что накопилось за ночь у меня. Это моя первоочередная задача. Потом, если у меня выделяется какой-то промежуток времени, я быстренько что-то готовлю или еду в кафе, но чаще мне нравится кушать с кем-то. Never eat alone. Да, я когда-то прочитала эту книгу и думаю, это же замечательно. Никогда не ешьте одни. Да, очень хорошая книжка, советую к прочтению. Я назначаю встречи в кафе, и там я могу и пообщаться, и завести новые знакомства, или поговорить с клиентом, объяснить ему все вопросы, которые его волнуют, дать какие-то рекомендации, консультации, и заодно подкрепиться. Ну, это про работу. Понятно, что в дне очень много работы. Что еще там есть? Ты знаешь, я стараюсь каждый день прожить максимально, вот как будто он последний. Потому что в моей жизни было несколько случаев, когда действительно этот день мог бы быть последним. Один раз у нас горела рядом квартира, и была высокая вероятность, что наша квартира тоже выгорит дотла. А второй раз я тонула, а в третий раз я попала в аварию автомобильную, где Ты тоже... тонула здесь? Нет, я тонула в Украине. И поэтому у нас сейчас нет спасательных жилетов. Я всегда борюсь со своими страхами. То есть, если вначале был страх, что в следующий раз зайду в воду, обязательно утону, то потом я его переборола. После таких моментов, когда, казалось бы, вот этот определенный день мог бы стать твоим последним, я пришла к выводу, что каждый следующий день мне дается как бонус. Поэтому просто проживать его и ничего полезного в нем не делать, это, наверное, расточительно. Все-таки время жизни ограничено, и нужно им наслаждаться. Теперь представь, что прошел ровно год, уже 2025 год. Вот та будущая Мила из 2025-го, тебе, сидящей здесь на лодке, что говорит? Ты молодец. Какая твоя норма продажи домов, чтобы это «ты молодец» действительно было себе присвоено? Минимум 25 в год. Ты в год. Окей, хорошо. А есть какие-то критерии? Потому что с некоторыми риэлторами, с которыми я разговаривала, дом ниже 350 даже не рассматриваем. То есть как ты себя Нет, я никого не дискриминирую ни по какому из признаков. Это дискриминация или это профессиональный выбор? И то, и то. Но когда люди, допустим, сегодня зарабатывают немного, ведь все может измениться завтра. Да? И наоборот. Сегодня кто-то миллионер, завтра он развелся и остался ни с чем. Поэтому я никогда не делю людей на бедных или богатых, на тех, кто больше зарабатывает или меньше. Если ко мне обратился человек, я уже готова ему помочь. Ко мне очень часто приходят люди и говорят: Мила, у нас вот на банковском аккаунте 2000, что мы можем себе купить? И мы начинаем искать стратегию. Билеты в Калифорнию. Как купить дом с балансом на аккаунте в $2000. У меня были случаи, когда люди тратили всего $400 из кармана, чтобы купить дом. Просто на инспекцию, потому что это необходимо при покупке дома с помощью государства. То есть есть программы, которые предоставляют возможность получения денег на первоначальный взнос от государства до $15 тысяч. И в то же время я могу договориться с продавцом, чтобы продавец дал дополнительную сумму денег моему клиенту на закрытие сделки. Потому что кроме первоначального взноса в Америке нужно еще оплачивать закрытие сделки, куда входит, допустим, труд андеррайтера, это человека, который дает финальное подтверждение того, что можно взять займ на покупку дома. Оценщику платят отдельно за проверку кредитной истории, title fees, escrow fees. Escrow — это компания, которая, собственно, занимается всем документооборотом и Господи, мы всеми сейчас деньгами. столько документов подписывали. По сравнению с покупкой недвижимости в России, 3 документа, пум-пум-пум-пум-пум, было очень много. Да, здесь очень это много. пугает, я скажу тебе.
Для этого нужен риэлтор, который может успокоить и сказать: ребят, ничего не бойтесь. Просто такая процедура, ее нужно пройти. Я спросила на Фейсбуке, как выбирают риэлтора. Самый, популярный ответ – это по отзывам. Но знаешь, что меня лично напрягло? Я перешла на Zillow, я посмотрела отзывы некоторых риэлторов. У всех 5 звезд. Как выбрать, если все они клевые? На Zillow есть особенность. Там не может человек, который не работал с этим агентом, оставить отзыв об этом агенте. То есть, если ты не купил дом, да, то у тебя не получится оставить отзыв, потому что Zillow проверяет фамилию того, кто оставляет отзыв, и адрес собственности, которую он приобрел. Если эта фамилия с собственностью не совпадает, то отзыв не оставится. Ну, получается такой, знаешь, какой-то обман. Например, я начала работать с риэлтором, мне не понравилось, я разорвала контракт. Это, кстати, можно сделать? Можно. Можно. Платить что-то нужно за разрыв контракта? В зависимости от того, как вы договаривались с агентом, что он уже успел сделать и что написано в контракте. То есть читайте договор. Мелкий шрифт. Да. Обязательно читайте. Да. Окей. И я выхожу, и я не могу оставить отзыв на этого риэлтора? Я не могу поделиться, почему? На других сайтах можно. Realtor.com. Есть масса других сайтов, где ты можешь оставить отзыв про этого агента. Иногда у агентов есть свои собственные сайты, можно туда зайти. И второе, встречаться. Ну, когда мне пишут встречаться 3-4 раза с разными людьми, это действительно, и мы уже с тобой пошутили на эту тему, мужа выбираем, что ли? Мужей может быть много, риэлтора лучше иметь одного. Почему? Продажа недвижимости для риэлтора – это не конец отношений с клиентом. Я, например, стараюсь всегда поддерживать отношения с моими клиентами, потому что даже после покупки дома у них могут быть масса вопросов насчет того, допустим, где взять подрядчиков, которые могли бы им что-то починить в доме, или достроить, или перестроить, да? Или, может быть, вызвать инспектора спустя некоторое время, посмотреть, в чем нуждается еще этот дом. Также многие мои клиенты становятся моими друзьями. Мы дружим очень долгое время с несколькими людьми, которые покупали или продавали со мной дома. И эти отношения уже не бизнес, да, и не партнерские, а уже чисто дружеские. Да, и они меня рекомендуют своим знакомым, внутри семьи. У меня есть семья, которая со мной уже 4 объекта недвижимости приобрела. Но это всегда спокойнее и меньше нервов тратишь. Да, то есть когда есть свой такой семейный риэлтор, намного как семейный легче. врач. Да. Как семейный врач. Примерно. Представим, что мы записываем американский рекламный ролик. Так. Почему люди должны работать с тобой? Я нахожусь постоянно на связи со своими клиентами, вне зависимости от того, где я, с кем я и по какой причине. Я писала предложение на покупку домов для своих клиентов из амазонских джунглей, из пустыни, где еле-еле ловила связь, это и вовсе ее не было. Я находилась на круизном лайнере и тоже занималась переговорами с агентами продавца насчет покупки домов. Поэтому для меня не важно, где я и с кем я, даже если это вечеринка, на которой 120 человек, если звонит мой клиент, я найду возможность его ответить. Я на своем дне рождения больше всего офферы пишу. Я когда-то летела в Барселону в прошлом году, писала оффер в аэропорту, находясь в Исландии. Представляешь, и мы выиграли этот оффер. Клево. Ну, то есть ты говоришь про то, что можно не упустить тот шанс, который с другими можно было бы упустить. Да, ты знаешь, когда я продавала дом, Пойдем, у нас было кстати, 10 офферов. Я как агент продавца написала имейл всем 10 агентам покупателей, объяснила ситуацию, что вот мы получили 10 офферов, нам предлагают примерно такую-то стоимость, на таких-то условиях. Если вы хотите что-то улучшить в своих офферах, у вас есть 2 часа. Когда через 2 часа я заглянула на свой имейл, я увидела только 2 ответа от 2 агентов из 10. Я позвонила каждому агенту покупателя и уточнила, видели ли они мой имейл, хотят ли их покупатели что-то усовершенствовать в оффере. Это же тоже про человеческие отношения и качества, наверное. Ну, из разряда «я не хочу работать в свои выходные». Здесь не должно быть твоего желания, хочешь ты или нет. Ты представляешь интересы своего клиента. Клиент заинтересован в том, чтобы сидит купить. И думает, чей оффер с 10 выберут. Согласна. Потому что он хочет жить в этом доме. Согласна. Как ты можешь позволить себе уйти без телефона выгуливать собаку 2 часа, не заметить мой имейл и упустить возможность для своего клиента купить дом? Это что такое вообще? С чего ты начала, когда приехала в Штаты?
Когда я только приехала в Штаты, я пробовала себя на разных работах. Я была учительницей в школе, преподавала русский язык и литературу. Мне это очень нравилось, находить подход к каждому ребенку. Причем я составляла план это урока. Это была русская школа? Да, это развивательный центр был для русскоязычных детей. У детей либо один родитель был русскоязычным, либо оба, но было желание изучать русский язык. И я составляла план урока для каждого ученика отдельно. То есть кому-то я давала задание по его уровню владения языком, кому-то чуть сложнее, кому-то чуть полегче. И сколько ты так работала? Несколько лет. Ого. То есть это была моя самая первая работа. Одновременно с этой работой я устроилась в компанию Booking.com по бронированию отелей по всему миру, потому что я поставила себе задачу потянуть свой уровень разговорного английского. В Booking 8 часов ты отвечаешь на звонки по телефону. И у тебя нету выбора не отвечать, потому что люди звонят со своими проблемами, да? Мы приехали в отель, комната не готова, что нам теперь делать? И ты должен эту проблему решить. То есть нужно созвониться либо с отелем, либо там вызвать такси, переместить их в другой отель. Все это происходит на английском языке. Плюс люди звонят из разных стран со своим уровнем английского, да? Не всегда он такой же, как у тебя, то есть не всегда их легко понять. Вот. И это позволило моим ушам вообще адаптироваться к английской речи на разных диалектах, вот, потому что австралийский, например, язык отличается от языка... Тебе было страшно, когда ты устраивалась на эту работу? Было некомфортно. Я же говорю, я всегда боюсь со своими страхами. Если этот страх был в начале, то я его поборола, и потом просто сказала себе: милая, это твоя работа, делай ее качественно. И какой страх сейчас есть? Ты знаешь, сейчас страхов нет. У меня больше любопытства. Я заменила страх на любопытство. Или, вот когда мы прилетели в Америку, да, кому-то страшно начинать жизнь с чистого листа. Я для себя представила, что это просто квест, который я прохожу. То есть страх это квест, который нужно... Да, для меня это квест. Ну а есть что-то такое, на что ты не решишься? Убить человека не решусь. Ой, какую интересную тему мы затронули. Даже ради чего-то или ради кого-то? Надеюсь, что не придется никогда с этим столкнуться, да, не хотелось бы. Ну, это сложный выбор, да. Давай начнем с того, что в Америке очень любят и зачем следят. Это легальность процедур, легальность бизнеса, и это в том числе вопрос доверия. Расскажи, пожалуйста, про образование. Возможно, нас посмотрят люди, которые захотят стать риэлторами. Что нужно делать, чтобы стать риэлтором, и что должны знать клиенты, когда они выбирают своего риэлтора? Да, во-первых, нужно любить людей. Во-вторых, нужно желание работать в сфере недвижимости. В-третьих, нужно пройти курсы 90 часов от штата. Их можно пройти онлайн или можно ходить на занятия в специализированных школах, где преподают именно курсы для брокеров или агентов по недвижимости. Далее нужно пройти экзамен от штата. Он длится, я уже не помню, или 3 или 4 часа. Там очень много вопросов. Вы находитесь одни в закрытой комнате, где на вас направлены камеры. Стоит один компьютер, шпаргалками пользоваться нельзя. Вот, все нужно отвечать по памяти. И после этого нужно сдать отпечатки пальцев, то есть проверят ваш background check, сделают, проверят вашу криминальную историю. Все-таки риэлторы – это люди честные должны быть. Мы подписывали бумажку, что ФБР преследует все незаконные сделки с недвижимостью. Даже мы, клиенты, это тоже подписали. Конечно, да. И после этого вы можете выбрать агентство, в которое штат пришлет вашу лицензию. То есть вам лицензию не дают на руки, а ее присылают в то агентство, которое вы выбрали для работы. То есть тебе обязательно нужно начать работать на агентство? Правильно. После 2 лет уже можно сдать экзамен на другую лицензию, Designated Broker, и открыть свое агентство. Я правильно понимаю, что риэлтор и, как ты сказала, брокер – это 2 разные немножечко Есть агенты по недвижимости. Это все, у кого есть лицензия по недвижимости, собственно. Кто сдали Real экзамен, Estate License. Да, все, кто прошел 90-часовой курс.
сдал экзамен и получил эту лицензию. Они все называются агенты по недвижимости. Риэлторы – это те агенты по недвижимости, которые принадлежат Национальной ассоциации риэлторов. Они платят туда взносы каждый год. У них есть код этический, которому они должны следовать, и немножко другие правила, по которым они ведут бизнес. И ты находишься в ассоциации, это дает ли это какую-то защиту? Я могу называть себя риэлтором. Те агенты по недвижимости, которые не находятся в Национальной ассоциации риэлторов, не могут называть себя риэлторами. Они агенты по недвижимости, либо брокеры. В нашем штате агенты по недвижимости могут называться брокерами. В других штатах брокер – это тот, кто стоит над ними, как их менеджер. У нас такого человека называют managing broker. Okay. А если ты, например, designated broker. Ты решаешь, что все, не хочу уже работать одна, хочу создавать команду. Да. У тебя что дальше должно происходить? Ты проходишь какие-то опять дополнительные курсы? Да, я должна пройти дополнительные курсы и получить лицензию designated broker. Окей, хорошо. Но это пока в твои планы не входит. Я не хочу нести ответственность за других брокеров. У меня есть такое недельное развлечение, когда я читаю, за что другие брокеры получили большие штрафы. Я оставил визитку $450, да? Там, забыл закрыть дверь, хотя об этом просил другой агент, там могут и $1000 дать штраф. Показал дом не в то время, которое подходило, допустим, продавцам, или ты их забыл вообще об этом предупредить и просто привел своего клиента, там может быть несколько $1000 штраф. Если ты начал рекламировать дом до выставления его в нашу систему, и у тебя есть лицензия риэлтора, за это могут быть огромные штрафы. Несколько $1000 плюс отправят еще на какие-нибудь дополнительные занятия. Есть 90 часов, да. А что может быть больше? Вот у тебя что конкретно? Я сама родом из Беларуси, где я окончила 2 университета. Один был педагогический, второй технологический, по специальности экономист-менеджер. Пригодились? Очень. Вообще педагогический университет, он учит именно общению, не только с детьми, но и с людьми в принципе. Да. Экономическая специальность помогает мне очень четко видеть дом, стоит своих вложений или нет, или что в нем можно добавить или убавить, стоит ли вообще делать ремонт перед продажей, чтобы продать его по более выгодной цене. Навыки менеджера преподавались в университете, которые я тоже с успехом применяю и в жизни, и в работе. Мне нужно собрать целую команду людей. Фотографы, стейджеры, да, те, кто приносит мебель, декорирует дом, как-то украшает его. Инспектор, чтобы он сделал инспекцию, сказал, на что еще обратить внимание, что починить в этом доме. Мне нужны контакты подрядчиков, мне нужно контролировать их работу. Например, в прошлом году... Очень редко бывает, к тебе приходит продавец и говорит: идеальный дом продайте. Это большая редкость. Да? Дома требуют ремонта, потому что очень многие люди, на самом деле, они живут в домах, и уже как-то глаз затирается, они уже не видят недостатков своих домов. Нос уже не чувствует кошачьего запаха. Да-да-да, и они говорят: смотри, у нас дом идеальный, просто выстави его на рынок. Когда риэлтор приходит, он своим уже наметанным глазом видит все недостатки этого дома, или большую их часть, и может обратить внимание продавцов, что в этом доме нужно устранить, чтобы его побыстрее продать. В прошлом году со мной связался человек из Нью-Джерси, сказал, что у него есть дом, который он сдает в аренду, но хотелось бы его продать. Здесь? Здесь, да, в Линвуде. Я зашла в этот дом в то время, когда он еще был в аренде, посмотрела, что там, конечно, арендаторы берегут жилье чужое, но не так, как свое. Посоветовала сделать косметический ремонт. Он сказал, что у него нет времени приезжать и заниматься всем этим процессом, поэтому я нашла контрактора, который перестелил все полы, перекрасил стены, потому что там одна стена синяя была, вторая желтая. Мы все это сделали в нейтральных тонах. Все ковры выбросили, потому что очень многие люди, они вообще не ходят в дома, где находятся ковры на полах. Кто-то из них может быть аллергиком, кому-то в принципе не нравится. Несколько раз обращала внимание на дом, что смотрите, вот здесь ламинат, это клево, это клево. Да, ковры, они вообще впитывают жизнь того, кто живет в этом доме. Энергию впитываю. И потом могут источать очень много разных проблем из себя. Поэтому лучше от них избавляться. Слушай, вот раз уж мы про мужа заговорили, в ту камеру, пожалуйста,
Если можно, назови несколько красных флагов в взаимодействии с риэлтором. Ну, можно просто собираться и бежать как можно быстрее. Есть такое? Такое может быть? Наверное, если риэлтор каждый дом, который показывает, хвалит со всех сторон и говорит, что это именно то, что вы искали, и не видит никаких подводных камней или недостатков, то это красный флажочек. То есть обратите внимание, да, возможно, дело и в риэлторе тоже. Еще такой момент. Я всегда за то, чтобы максимально правду доставать. Ну, к примеру, если я вижу, что какой-то тренер по ораторскому говорит полную лабуду и говорит вам, что вообще дышать не нужно, чтобы работать со своим голосом, это же будет влиять на мою индустрию. Люди будут прислушиваться к нему и потом приходить меня и спрашивать, что за такое. Меня учат так, а по факту происходит вот так. И ты говорила, что был случай с русскоговорящим риэлтором, который подставил своих клиентов. Бывали случаи, например. То есть нельзя работать одновременно с двумя риэлторами? Не рекомендуется. Это незаконно? Да, 17 августа покупатели обязаны будут подписывать договора со своим риэлтором на предоставление услуг риэлтора. То есть 17 августа мы даже не можем показывать дом без этого договора своим покупателям. До 2024 года были люди, которые работали с несколькими риэлторами, но в то же время, если у них подписанный был договор с одним из риэлторов, в нем четко прописывалась сумма комиссионных, которую этот риэлтор зарабатывал, вне зависимости от того, с кем покупатель в конечном итоге купил свой дом. То есть я могла попасть в ситуацию, когда я начала работать с риэлтором А, потом появляется риэлтор Б и говорит: слушай, я помогу тебе тоже. Я переключаюсь на риэлтора Б. Ну, на самом деле я просто хочу выбрать что-то лучшее, лучший дом. Риэлтору А, потому что у тебя и получается, риэлтор А идет и судит меня. Может засудить или просто позвонить и напомнить о вашем договоре, в котором четко прописано, что ты должна ему комиссионные. И, как я понимаю, такая ситуация происходила? Была такая ситуация, и не только у меня. Риэлтор Б обманывает своих клиентов? Вводит в заблуждение. Это очень печально. Это может быть тоже красным флагом? Я просто сейчас все смотрю через призму человека нового, приехавшего в Америку. Конечно, есть, это что мы должны недостойное поведение. Первый вопрос, который я задаю своим клиентам: работаете ли вы с другим агентом? Если мне говорят, человек говорит «да», я говорю: у вас договор подписан? Если да, пожалуйста, продолжите общение с ним. Я не хочу вас уводить у другого риэлтора, потому что со мной такие случаи были, это неприятно. Потому что я считаю, что время – это самый ценный ресурс, которым мы обладаем. Если я трачу свое время на клиента, я ожидаю от него какой-то лояльности. Если мой клиент решил работать с другим агентом, я прошу просто сообщить мне об этом, чтобы я свое время уделила другим людям, которые тоже ищут дома, и, собственно, оставила, может быть, время для себя любимой. Если этого не происходит, в таких случаях мой designated broker, то есть мой менеджер, обращается к менеджеру того риэлтора, который, скажем так, увел клиента, и с ним обсуждает ситуацию и дальнейшие действия. Ну, это печально, конечно, когда такое происходит, особенно печально для людей, которые еще ничего не знают. У меня, знаешь, такое мнение, вот с кем я разговариваю, кто покупает дома, все мне говорят: Юля, риэлтор вцепится в тебя мертвой хваткой и не отпустит. Подумай 10 раз, прежде чем ты выберешь риэлтора. Почувствовала ли это? Да, почувствует твой ли это человек. Я выбрала тебя, потому что мы с тобой знакомы уже какое-то время. Я вижу, как ты общаешься с людьми, со мной тоже в том числе. Поэтому мне нужен был дом, я выбираю человека. Но серьезно, иногда создается впечатление, особенно на нетворкингах, что приходят риэлторы и купи, 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 продай, продай, продай. Что это? Это потому что нету зарплаты? Люди разные на самом деле, и ты как психолог тоже должна это знать. У кого-то один темперамент, то есть он своим биополем поглощает все биополя сидящих в одной комнате. И да, все внимание старается перетащить на себя. Мила, тест. Ты же любишь все необычное и новое. Да? Я тебе сейчас задам вопрос и начну считать 3 секунды. У тебя, 3, 4, 5. Так. Вообще 5 это супер максимум для очень медленных людей. Ты быстрая.
И твоя задача за это время ответить на этот вопрос. Давай попробуем. Хорошо. Твои 3 желания в ближайший год. Поехали. 1, Осчастливить 2, людей покупкой 3. недвижимости. 4, 5. И, Та-дам! собственно, на этом мои желания заканчиваются. Просто быть полезной людям. Давай теперь конкретно. Потому что ты сейчас сказала про людей. Понятно же, что там есть денежный интерес. Ну что, Ты ты знаешь, деньги что? не любишь? Я, когда выбирала профессию, я старалась найти свой икигай. Знаешь Да, такую давай. концепцию Знаю, японскую? знаю, То есть знаю. Ну, причина расскажи. бытия, да? И она строится на 4 составляющих. То есть найти то, что ты любишь делать, то, что ты делаешь хорошо, то, что приносит тебе доход, и помощь этому миру. И вот когда все эти составляющие пересекаются, человек становится счастливым и в личностном плане, и в профессиональном. И мне кажется, моя профессия – это именно то, что я искала. Поэтому да, она мне приносит деньги, она доставляет мне удовольствие. В то же время я меняю, мне кажется так, меняю судьбы людей, переселяя их в разные дома. Потому что это огромное значение имеет, в каком доме ты живешь и среди кого. Ну да, 100%. Это же очень важно. Вот. И мне очень нравится этим заниматься, потому что ко мне обращаются люди, да, и говорят: Мил, денег нет, но дом очень хочется, помоги купить. И я им не отказываю. Это для меня, опять же, да, это челлендж, это то, с чем я хочу поработать. И когда мне это удается, это вот прям дороже денег. Я согласна, полностью разделяю. Мне нравится уровень ценностей, на которых ты общаешься. Кстати, про ценности тоже есть вопрос. Но мы опять вернемся к этому упражнению. Ты сказала, в ближайший год осчастливить как можно больше людей. У тебя 25 домов в год. Сколько еще осталось? В этом году я уже 15 продала, ну еще 10. Еще 10 осталось. Окей, хорошо. Ну а теперь давай вот немножечко эгоистично. Еще 2 желания для себя. Вот для себя, любимый. Куда поехать? Что купить? Так, я давно хочу посетить карнавал в Рио-де-Жанейро. О, клево. И мне кажется, нужно это осуществить, потому что, опять же, я это отложила в прошлом году, в позапрошлом году. Из блокнотика переписала. Да, но в то же время, ты знаешь, у меня раньше была традиция отмечать Новый год в разных странах. Когда я переехала в Америку, так сложилось, что у меня были работы, которые обязывали меня работать 1 января. Поэтому эту традицию я перенесла на свой день рождения. И теперь каждый февраль я куда-то улетаю. То в Африку, то в Перу, то в Европу. Вот в прошлом году я решила, что в Барселоне можно неплохо отметить свой день рождения. Вот. То есть ты ставишь Рио-де-Жанейро? Да, Рио-де-Жанейро. Вот, на год. И мы смотрим год с августа по август. Хорошо. Да. И третье, вот давай уже материальную вещь, потому что с удивлением обнаруживаю, что людям, которые зарабатывают нормальные деньги, и вроде бы у которых все есть, непонятно, что дальше еще можно себе купить. Смотри, Теслу ты уже купила. Да, мне когда нужно что-то купить, вот, например, машину, я поставила себе конкретную цель за месяц накопить денег, чтобы купить новую машину. Все, что я хочу купить, я это покупаю. У меня нет кого-то, кого бы я могла попросить что-то мне купить, поэтому приходится полагаться на себя, и, в принципе, меня так воспитывала мама. То есть она всегда объясняла, что с кем бы ты ни жила и сколько бы он ни зарабатывал, всегда полагайся на себя, потому что жизнь может поменяться в одну секунду, вот, и рассчитывать на других не надо. Давай поговорим про бизнес-этику. Давай. Я читала книгу, конечно же, американского автора, в которой 10 лет назад узнала следующий подход. Если есть клиент, которого условно можно назвать гнилая тыква, то его нужно унести с огорода. То есть надо перестать заниматься с ним, обслуживать его, потому что если одна тыква загнила, ты, кстати, немножко тоже занимаешься садоводством, загниют другие. Вот было ли у тебя такое, что с этим клиентом я не имею дела? Были моменты, когда очень хотелось расстаться с клиентом, но, понимаешь, профессия риэлтора подразумевает то, что мы можем наладить диалог с людьми. Поэтому я задавала несколько наводящих вопросов, старалась понять, что клиенту действительно нужно и правильным ли путем мы идем. И как-то выходили из этой ситуации.
Ну да, люди разные на самом деле. Бывают те, с кем одно удовольствие работать, бывают сложные клиенты, которые, во-первых, сами не понимают, что они ищут, во-вторых, их ожидания немножко отличаются от реальности. То есть, когда ко мне приходит клиент и говорит, я хочу купить дом с участком земли в пол-акра за $500 тысяч в Белловью, то вряд ли, да, мы найдем такой дом, потому что последний был продан 20 лет назад. Поэтому я стараюсь на цифрах объяснить реальность. Да. Мы не можем вернуться на 20 лет назад и найти такой прекрасный дом. Поэтому мы определяем то, что сейчас происходит на рынке, в какую стоимость оцениваются дома в том или ином районе. И уже на основе статистических данных, да, и зрительного контакта мы определяем, что же мы ищем на самом деле. Я как новичок, и сейчас много приезжает людей, которые начинают искать риэлторов, я тебя сразу спросила, вот это для чего? Приходишь в каждый дом и куча карточек. Да, каждый агент, который показывает дом своим клиентам, обязан оставить визитную карточку. Если агент забыл это сделать, и это каким-то образом обнаружилось, то наша мультилистинговая система MLS может оштрафовать его на $450. Потому что если вдруг что-то отвалится, можно спереть это все на агента. Да, нужно иметь какой-то способ определить, кто был последним или кто это сделал. Все понятно. Такая бизнес-этика. Расскажи какой-нибудь смешной, забавный, может быть, немного пугающий случай, который у тебя за практику происходил. Но вот в процессе поиска нашего дома ничего такого вроде бы не было, кроме кладбища животных. Помнишь, мы нашли вроде бы прекрасный дом, и там идеально оформленный японский садик и кладбище животных. И 10 скворечников. У меня был занимательный случай в России, когда я показывала квартиру в одном старом доме. Я нашла в этой квартире кухню, гостиную, комнату, туалет, но абсолютно не увидела ванной комнаты. То есть я задаю вопрос, а где же вы моетесь? Ну это же важно, да, принимать душ, например, по утрам или по вечерам. Мне говорят, в туалете. Я опять открываю дверь в туалет, смотрю, там стоит унитаз. Больше ничего не вижу. Стены и унитаз. Ведро. А как же вы это делаете? Говорит, мы становимся в унитаз ногами, поворачиваемся в сторону двери. Над дверью установлена душевая головка такая, из которой брызжет вода. И, собственно, в таком положении люди моются. Это было для меня очень удивительно. Даже когда на кемпинг езжу, у нас душ поприличнее выглядит, да, он в другой стороне от туалета находится. Да, но вот это было забавно. Был неприятный случай, когда я показывала квартиру на первом этаже. Это тоже было в России. Значит, рассказываю, вот прекрасная квартира, 45 квадратных метров, большая кухня, огромная лоджия. Давайте посмотрим на виды с лоджии. Открываем шторки, смотрим на улицу и видим труп перед нашим окном. Ничего себе. Оказывается, на 8 этаже собралась молодежь, стали употреблять какие-то запрещенные вещества, и кому-то из них померещилось, что за ним бежит монстр с топором. И он от этого монстра выбежал с балкона 8 этажа прямо под окно, где я показывала квартиру. В итоге квартиру не купили по какой-то причине. Ну да. Сказали, какие-то у вас тут стрёмные соседи живут, хотя я сказала, уже ж не живут. Да, но было неприятно. Зарплата. Ее у вас нет. У нас нет зарплаты, у нас нет пенсионного фонда, который оплачивает работодатель. Страховки нет, которые оплачивает работодатель. Но серьезно, люди, риэлторы гребут деньги лопатой. Нет, я понимаю, если ты продаешь 10 домов по 5 миллионов. У риэлтора на заднем дворике растет дерево с деньгами, мы просто подходим туда каждое утро, берем сколько нам нужно на день и идем их тратить. Но теперь серьезно, какой процент получают риэлторы от продажи и как финансово нужно быть готовым, чтобы заходить в эту профессию? Потому что сразу милой с огромной сеткой знакомств каждый не станет. Конечно, я когда приехала в Америку, у меня вообще знакомых не было. Я начинала свою карьеру здесь с нуля. Не становилась агентом по недвижимости несколько лет после своего приезда, именно потому что в этой профессии нет зарплат и нет никакой стабильности. В какой-то период времени ты можешь вообще ничего не зарабатывать. Есть риэлторы, которые там за год 2 сделки всего проводят. Понимаешь, ну как выжить за 2 сделки? Могут быть месяцы, когда вот, например, я Теслу купила там за 2 недели, да, просто поставила себе план заработать на новую машину за месяц. Ну, справилась чуть быстрее. Здесь нет лимита потолка.
То есть можно ничего не зарабатывать, в то же время можно зарабатывать неограниченное. Лимит минимума есть. Ничего. Ничего. Нет. Нет? Ты все равно должен, потому что каждый месяц риэлторы платят за пользование мультилистинговой системой, за пользование, у нас есть desk-fee в агентстве, за то, что мы покупаем знаки, делаем фотографии. Но ты не гарантируешь, что ты будешь зарабатывать. Конечно, никаких гарантий. То есть расходы есть? Расходы постоянные, расходы каждый месяц, каждый год. Плюс еще вот Национальная ассоциация риэлторов тоже берет деньги за то, что мы принадлежим ей. И какая вот эта подушка безопасности? Ну, нас вдруг смотрят начинающие риэлторы или кто думает зайти. Вот сколько бы ты рекомендовала иметь сейчас? Стандартно нужно иметь 6 месяцев того запаса, который вы тратите каждый месяц. Да? То есть если вы в месяц тратите там, $5000, то 30 тысяч у вас должна быть подушка безопасности. Это в нормальном мире. В мире, в котором мы живем? Да. Но на самом деле, что я заметила, чем меньше у меня денег на банковском аккаунте, тем больше моя мотивация идти и зарабатывать. Но это мотивация от. А есть же мотивация, которая морковка висит. Я тебе рассказывала, как я свой первый дом здесь покупала? Ну, рассказывай. Самый первый. Да, самый первый дом мы снимали... Себе или клиенту? Себе. Себе. Да, мы с мужем снимали отличный дом на берегу озера Вашингтон на стороне Сиэтла, в престижном районе Мадрона. Бед не знали, очень радовались каждому утру, потому что можно было выйти на балкон, наслаждаться видами озера, проплывающими парусниками. Ночью там было очень красивое отражение луны в воде и Белловью на закате. И в какой-то момент нам сказали, что пора покинуть стены этого прекрасного дома, потому что жизненные обстоятельства нашего арендатора изменились, и он хочет сам жить в этом доме со своей семьей. И мы поняли, что нужно искать другое место для жизни. И я решила для себя, что снимать я больше ничего не буду. Это был какой год жизни? Это был 2018 год, мы уже прожили 4 года. И на тот момент... Ты была уже агентом? Я только получила свою лицензию, вот только-только ее получила. Но проблема в чем? Мы когда уезжали из России, мы там построили дом и взяли большой займ у друга моего мужа, который нужно было возвращать. Вот за эти 4 года мы вернули ему займ. И в тот месяц, когда нам сказали, что пора выезжать, у меня на аккаунте было $2000. И тут я задалась целью купить себе первую недвижимость в Америке. Я позвонила ипотечному брокеру, рассказала о своих планах, попросила дать мне pre-approval letter. Это специальный документ, который говорит о том, сколько же я могу себе позволить. Но я ограничила его. Я сказала ему, давай напишем там до $300 000, потому что больше я не хочу тратить на свое первое жилье. В 2018 году ставки были где-то 4-4,5% и огромный ажиотаж на рынке. То есть жилье выходило, допустим, на рынок за 300 тысяч, уходило там за 350. Я нашла себе дом с бассейном в одном из пригородов Сиэтла. Мы поехали его смотреть. Он оказался в состоянии далеком от идеального, но я познакомилась с соседкой, которая выходила просто выбрасывать мусор, разговорилась с ней, узнала, кто жил в этом доме, что за район, как им здесь нравится вообще проживать. И соседка, посмотрев на свой дом, сказала, может, я вам свой продам? Удачно вышло мусор выкинуть. Да, я говорю, так и покажите нам его. Она говорит, ой, ну я же не думала, что ко мне гости придут, приходите в понедельник. А это было в пятницу. Это не американка. Да. Ну ладно. Я говорю, хорошо, мы придем в понедельник. До понедельника у нас было еще что посмотреть на рынке. Мы выбрали один прекрасный таунхаус с 3 спальнями в другом городе совершенно. И я им дала оффер, допустим, мы его выставляли за 330, да, средняя цена такого же жилья была там 360, я им дала оффер на 300 тысяч. И думаю, примут, куплю, не примут, не куплю. Сама улетела с подружками в Сан-Франциско. Пока я там гуляла по Алькатрасу, мне приходит СМС от листинг-агента, от агента-продавца того дома, на который мы подали оффер, что наш оффер принимают. И я понимаю, что американка-то убирается в доме, ждет нас в гости, а мой оффер уже принят на другое жилье. И тем не менее, я в понедельник прихожу к ней домой, внимательно смотрю на ее дом и рассказываю. У тебя сколько есть времени для того, чтобы еще раз подтвердить этот оффер? Или ты уже не могла отказаться? Я уже подписала. И я звоню своему ипотечному брокеру, говорю, все, оффер подписан, у нас есть ровно 31 день, чтобы закрыть сделку, не хватает только 20% на первоначальный взнос. Он говорит, ну, удачи тебе с этим. Это сколько было в сумме? 60 тысяч за 31 день. Окей, да? за 31 день. И я пошла
пошла зарабатывать эти деньги. Подожди, и я пошла на панель. Нет, это не про меня. Да. Я сходила к этой женщине, которая уже убралась в своем доме как могла, поговорила с ней о ее планах на дальнейшую жизнь. Оказалось, что они с мужем вырастили всех детей, и дети уже уехали. Им этот дом просто большой. То есть им не нужно столько комнат, столько гаражей. И этот дом нужно продать. Я говорю, как замечательно. А я работаю риэлтором. Давайте я выставлю ваш дом на рынок и продам его. Они говорят, ну, мы хотели в отпуск съездить, давай мы съездим на недельку в отпуск, вернемся, и ты его выставишь. Вот здесь момент. Не складывается ли отсюда впечатление, что риэлторы очень сильно пушат? Ну, вот я не пушила, я предложила свои услуги. Окей. Человек подумал и согласился. Вот. И я говорю, давайте, пока вы будете в путешествии неделю, я как раз буду показывать ваш дом. Потому что, когда вы вернетесь, мне нужно будет с вами все время согласовывать время просмотра, и это будет всем неудобно. Ну, да. У них был ровно день, чтобы всю свою мебель и вещи сгрузить в гараж. На следующий день я вызвала уборщицу, она сделала отличную уборку, вызвала фотографа, он все пофотографировал, мы выставили дом на рынок. И на второй день я получила звонок от одного из покупателей. А это было в то время, когда я вышла из своего дома на каяке, прогуляться по воде, посмотреть на Рейнир. И мне звонит один из покупателей и говорит, хочу посмотреть ваш дом. Я спрашиваю, работаете ли вы с агентом? Он говорит, нет. Я начинаю грести на каяке гораздо быстрее к берегу, чтобы быстрее добраться до дома и показать его покупателю. Показала, все понравилось. Он говорит, я готов купить этот дом, у меня наличные деньги. То есть, получается, ты заработала с двух сторон? Да. До 2024 года продавец, как правило, оплачивал комиссионные и стороне того агента, который выставлял его дом на продажу, и стороне покупателя. С 17 августа 2024 года, скорее всего, покупатели должны будут оплачивать комиссионные своим агентам сами. Полностью? Опять же, это но, скорее все всего, продавцы будут что-нибудь скидывать, наверное, в этот момент. У продавцов есть несколько вариантов. Они могут согласиться оплачивать комиссионные и своему агенту, и агенту покупателя. Мы же говорим про двух агентов. Да, конечно, два агента участвуют в сделке. Некоторые застройщики, как Ленар, например, они вообще прекратили платить агентам покупателя еще несколько лет назад. Но у агентов тоже есть право просто не показывать эти дома. То есть вы не платите мне комиссию, у моего клиента нет денег оплатить мою комиссию, скорее всего, мы не сработаемся, потому что бесплатно не любит работать никто. Можно всегда договариваться. То есть вот этот процент, да, все говорят 6% комиссионные, он никогда не был прописан изначально. То есть 6% вроде же 2,5%. 6%, которые делились на двух агентов, по 3% каждой стороне. Кто-то договаривался на 5% общей комиссии, она тоже делилась на 2%, и каждому агенту по 2,5%. У меня нет фиксированного процента, потому что все это обговаривается с двух сторон. Да. 17 августа все покупатели обязаны будут подписывать договор со своим риэлтором изначально, где будет оговариваться процент вознаграждения риэлтору за его работу. Ну или агенту по недвижимости. То есть то, что будет прописано в этом договоре, должно потом будет применяться на практике. Если продавец готов будет компенсировать процент вознаграждения риэлтору покупателя, значит, покупателю несказанно повезло, он сэкономит огромную сумму денег. Если нет, то он должен будет своему риэлтору то, что прописано в его договоре со своим риэлтором. Ну, собственно говоря, здесь еще раз читайте, договаривайтесь и не бойтесь спрашивать вопросы. Ой, да, всегда задавайте вопросы. У нас было пару моментов взаимодействия с тобой. Муж у меня, боже мой, я ничего не понимаю, ну почему Мила не может сказать, как это делать, у нее же столько опыта. Мы и спрашивали. Но иногда, знаешь, было ощущение, что ты отвечаешь из разряда, ребят, ну это же очевидно. И тут такое чувство вины какое-то возникает из разряда, мы такие дураки, это же очевидно. На самом деле это не очевидно для первого покупателя, поэтому очень ценно то, я что... старалась вам подробно все расписывать, и даже по пунктикам. Да-да-да, по пунктикам, все как я люблю. Пункт и очень ценно, что Илья, с которым мы тоже работали, сейчас прислал смс-ку. Если будут какие-то вопросы, задавайте обязательно. Особенно тот факт, что мы чуть не купили дом с гнилой крышей. И это очень классно, что мы сделали инспекцию. Что мы сделали инспекцию, что мы начали продавливать их, потому что, да, дом просто ушел с рынка, скорее всего, по этой причине. Назови, пожалуйста, штат, может быть, их несколько, в который ты бы была готова переехать, если бы не оставаться жить в Вашингтоне? Наверное, Калифорния. А как же налоги дополнительные? Ну, что ж делать, там солнца больше.
Тебе не хватает солнца? Когда мне не хватает солнца, я покупаю билет и лечу туда, где оно есть. Окей. Да, в Сиэтле всего 300 дней в году идет дождь, но я этого не выдерживаю, поэтому я путешествую много, часто, в разные страны, в разные штаты. Вот, уже посетила 50 стран. И какая любимая? У меня нет любимой страны, потому что в каждой стране есть своя изюминка. Мне очень понравилось Перу, но жить бы я там не стала. Мне очень нравится Европа. Там бы я пожила, и там я жила, и туда я хочу возвращаться постоянно. Мне очень нравится Канада. Туда я езжу кататься на лыжах каждую зиму. Ну и, в принципе, я люблю путешествия. Отлично. Вопрос из аудитории. Многие люди уже рассматривают, например, покупку второго дома в качестве инвестиций. Да. И в том числе не в штате Вашингтон. Я знаю, что у тебя лицензия в штате Вашингтон, но твой нетворкинг позволяет помогать людям, кто хочет купить в других штатах. Какие сейчас топ-штаты для инвестиций, например, от 150 тысяч, если есть, ну и выше уже пойти? Что в вашем риэлторском круге сейчас шумит? Огайо. Там достаточно дешевые дома, там 120-150 тысяч, можно их сдавать, зарабатывать 9, 10, 12%. Сразу представляется какая-то деревенька пустая, где там ничего нет. Там очень много travel nurses, это медсестры, которые путешествуют, и работают. Они стабильно платят, вот, и с ними меньше всего проблем. Калифорния, если вы можете ее осилить, это очень дорогой штат, там большие налоги, дорогие дома, но опять же, зависит от того, какую цель вы преследуете. То есть вы хотите просто купить дом, чтобы он сам по себе рос в цене, или вы хотите его сдавать на кратковременной основе или на долгий срок. То есть что вы ждете от этого дома? Южная Каролина, тоже прекрасный штат для инвестиций. Классный. А нужно учитывать вот тот факт, что в Вашингтоне, например, у людей, которые живут в твоем доме, иногда больше прав, чем у тебя на этот дом. В нашем штате законы устроены таким образом, что выселить человека очень сложно. Да, если он не хочет выселяться по договоренности, скажем так, потому что прописано в договоре, нужно обращаться в суд, нанимать шерифа, выселять этого человека, ждать несколько месяцев. Конечно, если у вас есть ипотека, вы должны ее выплачивать каждый месяц, погашать задолженность по коммунальным услугам, платить своему адвокату за то, что он ведет это дело и пытается избавиться от недобросовестного арендатора. Всем платить, поэтому аккуратнее здесь нужно быть. Мы зашли погулять по второму этажу. Здесь что у нас? Здесь спальня. Хозяйская спальня. Хозяйская спальня. Идемте посмотрим на с огромной ванной комнатой. Обратите внимание, здесь продумано все до мелочей. Здесь даже есть подогреватели для полотенец, чтобы они всегда оставались сухими. Слушай, они даже ванну наполнили. Я бы почти купила, но маловастенько. Ну, маловастенько. Здесь полы с подогревом, здесь огромные потолки, очень много света. Вот еще дополнительно. Окна. Да, абсолютно прозрачные душевые двери. То есть никаких, видишь, схуднуть придется, чтобы красиво все было со всех сторон. Да. Туалет. Огромный шкаф. Это гардероб, для нее. Да. Как ты определил, что это для нее? Это для него, в том числе. Сумочки Шанель сюда, сапожки, платьишки. Ну, окей, подожди. Мы продолжаем снимать с тобой рекламный ролик. Оперативность. Твой конек. Спасибо. Честность. И давай третью. Огромный круг знакомых профессионалов, потому что нам нужны все. Мне нужно знать, с каким escrow мы можем работать, где тайтл взять, как тайтл прочитать, на что обратить внимание. Тайтл это для новеньких. Да, тайтл это документ, в котором содержится вообще все о объекте недвижимости. Да. Так, паспорт. По сути, это паспорт на дом, да, получается? Он содержит гораздо больше информации, чем просто паспорт. Я недавно прочитала тайтл одного продавца, он понятия не имел, что у него огромная задолженность по HOA dues, то есть есть организация, которая занимается наведением порядка в той комьюнити, где находится дом. Управляющая компания. И задолженность по налогам, потому что женщина все время жила с мужем, муж платил за налоги постоянно. То есть какой-то камень, который попрепятствовал продаже. И самое ужасное, что пеня растет каждый месяц, а она об этом не знает, потому что она живет вообще по другому адресу, не получает ни одного письма от этих организаций. И только прочитав тайтл и найдя вот эту информацию в нем, я смогла объяснить человеку, сколько у нее на самом деле долгов. В этом доме есть все, что нужно для жизни, и даже больше.
Здесь даже можно настольный теннис играть. Добро пожаловать. Так, подожди, и мы подошли к зоне с баром. Кейтинг. Ну да, можно устраивать вечеринки. Теннис. То есть мы были на этаже для родителей и детей, Да, а этот здесь пока только для развлекательный. родителей. Развлекательная комната. Ты бы купила такой дом себе? Вот какой твой дом мечты? Да, он выглядит как идеальный дом. Что для тебя идеальный дом? Трехэтажный, много комнат, много света. Дом, в котором дышится легко. Дышится легко. Да. Ну, то есть про много света и пространства. Много света, пространства, высокие потолки, все в совокупности и функциональность дома. Я когда купила свой второй дом, я его купила в очень плохом состоянии, но я знала, что я буду делать там ремонт. И я его сделала под себя. Некоторые стены я снесла, какую-то трубу каминную я выбросила, сделала все большим, широким, светлым. Сама была дизайнером кухни, сама придумала, где что будет стоять, какого объема будут ящички, куда-то спрятала их под стол, потому что когда я снесла несколько стен, оказалось, что те ящики, которые были на стене, нужно куда-то переносить. В общем, сделала так, как нужно было тебе. Да, у меня умный дом, он со мной разговаривает. Я никогда не чувствую себя в одиночестве в своем доме. Нету кота, приобретайте себе умный дом. Умный дом. С Милой Самохваловой. Та-да-да! Какие твои ценности, которые не пошатнутся никогда? Работать для клиента и в его интересах. То есть, если интересы клиента выше моих, я, конечно, буду защищать интересы клиента. Давай. Главное, чтобы сделка дошла до конца, и клиент остался доволен. Это бизнес. А если мы еще добавим общечеловеческих? Я не люблю предательство. Очень сильно. То есть честность? Честность. Да, оставаться честным. И еще момент. Да. Почему ты крутой риэлтор? Потому что я могу находить то, чего нет на рынке. Легально. Абсолютно легально. Абсолютно легально. Как? Я хожу по домам, когда это действительно нужно. Например, в 2021-2022 годах количество домов на рынке было минимальным. То есть моим клиентам нужен был дом до миллиона с 3-4 спальнями в определенных городах, где этих домов буквально было там 2 на всем рынке в феврале 2021 года. И ты просто стучалась в двери? Я им сказала: ребят, 3 города — это отлично, дайте мне определенный район, где бы вы хотели жить. Они мне прислали скриншот Google Maps, обвели кружочком район, где они хотели жить. Я взяла блокнот, ручку, статистические данные по этому району и пошла стучать по домам. То есть я стучала... Шерифа с собой под ручку. Обошлась без него, да. Мы ходили вдвоем. Как с моей люди коллегой. реагировали? Это же такая себе По-разному, история. но никто в нас не стрелял, и это прекрасно. Мы с коллегой ходили, потому что вдвоем безопасней, ну, тем более мы девочки, да, вот. И мы нашли дом. Один я нашла сама, без коллеги, для себя. Ну, как, я искала клиентам, я показала этот дом клиентам, они сказали, там нужно слишком много ремонта, мы не будем его покупать. Я вернулась к продавцам и говорю: давайте я у вас куплю этот дом. Они еще заплатили за закрытие сделки, дали мне скидку, и это все в 2021 году, когда, выставив этот дом на рынок, они могли заработать на 300 тысяч больше. И здесь, подытожить еще раз: смелость, коммуникация. И желание найти то, что ищет мой клиент. То, что еще. Потому что иногда это очень сложно, когда на каждый дом поступает 20 предложений, у твоего клиента ограниченные финансовые ресурсы, они не могут заплатить больше, чем предлагают другие, а жить им где-то нужно. И вот моя задача — найти любыми путями легальными именно то, что нужно им. Хорошо.